Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Сегодня, друзья, я хочу предложить вам к просмотру коллекцию Lanvin осень-зима 2023-2024, презентация которой состоялась на неделе моды в Париже. Еще в прошлом сезоне именитый французский бренд вдруг неожиданно объявил о творческой перезагрузке и представил на подиуме новую версию стильных образов. Если ранее в линейке Lanvin доминировал яркий дофаминовый гардероб и даже что-то похожее на наряды для супергероев, то теперь креативный директор компании Бруно Сиалелли делает ставку на умеренную роскошь и набор ценностей, которые связывают наследие старейшего во Франции модного дома и современность. Марка Lanvin однозначно берет курс на создание более повседневных вещей, уделяя основное внимание безупречному пошиву, тщательно подобранным аксессуарам, не забывая добавить в коллекцию приглушенный гламур, сопровождающий французскую элегантность. Модное действо состоялось под сводчатыми арками старейшего исторического здания. Данная локация была выбрана не случайно, ведь многое в новой линейке создано дизайнером в атмосфере средневековой тематики, где одним из источников вдохновения послужил фильм о приключениях доблестного рыцаря Парсифаля. Так что не удивляйтесь, друзья, когда при дальнейшем просмотре вы увидите на моделях в качестве головного убора облегающие шапочки, явно намекающие на рыцарский шлем либо подшлемник, защитную балаклаву. К этой же теме отсылают и прозрачные платья-кольчуги из бисерной сетки. По-особенному изысканно выглядят в коллекции приталенные жакеты. После показов Том Браун, Джилл Сандер, Сен-Лоран, Спортмакс или Живанши с их массивными плечами и длинными рукавами, скульптурный классический фасон Lanvin станет лучшим решением для уравновешенного, спокойного, но при этом эффектного стильного гардероба, где изюминка образа заключается во втором нижнем слое одежды, который чуть длиннее верхнего. Модный прием заправлять жакет за пояс юбки, замеченный на подиуме в прошлом сезоне, остается с нами на осень. В линейке Lanvin точно найдется пара таких примеров. Если решитесь повторить подобную комбинацию в повседневном ансамбле, выбирайте максимально короткий, плотно облегающий талию верх, чтобы жакет не топорщился. На создание приталенных нарядов, а также глубоких острых вырезов, в которых часто открывается всеобщему взгляду белье, Сиалелли подтолкнула кинолента «Одержимая» с Изабель Аджани в главной роли. Я, признаться, этот фильм не смотрела, поэтому поверим дизайнеру на слово. Вновь набирающий популярность гороховый принт модельер переосмыслил по-своему. Плоский рисунок по ткани он сделал объемным, превратив нарисованные горошины в металлические заклепки. Они появились не только на одежде, но и на обуви. Узор в крапинку давно стал элементом авторского почерка Сиалелли, переходящий из коллекции в коллекцию. Но более знаковым я назову его утонченную вариацию – точечный декор в виде россыпи нашитых на платье цветов с лепестками из мелких бусин. Что касается нарядов из кожи, в коллекцию вошли юбки, жакеты, длинные плащи с фактурной под крокодила или в гладком, матовом исполнении в темном, фиолетовом и зеленом, а также комбинированное с мехом кожаное пальто. Чтобы отойти от концентрации гламура и роскоши, дизайнер миксует верхнюю одежду с неброскими свитерами, рубашками. Нотки эпатажа нашли отражение в необычных моделях обуви, будь то варианты, украшенные разноцветными кристаллами, пушистые от бисера туфли или ботфорты с облегающим ногу голенищем, высота которого настолько стремится вверх, что обувь уже составляет единое целое с кожаными брюками. К слову, здесь очень интересный по форме каблук. В апреле 2023-го у Lanvin уволили Сиалелли с поста креативного директора. Данное решение объяснили тем, что дом моды принимает радикально новое направление в развитии. Бруно занимал руководящую должность в течение последних 4 лет и неплохо справлялся с поставленными перед ним задачами. Он всегда старался увидеть за дизайном реальную женщину, именно ту, которая, собственно, и будет носить все эти модные вещи. Да,
Все течет, все меняется. И Марк Алан Ван в этом вопросе не исключение. О дальнейших событиях в истории бренда мы обязательно с вами, друзья, поговорим в одном из следующих видео. Всем большое спасибо за лайки, комментарии и подписку на мой канал. Приятного просмотра, нескучного дня и от души только яркого, солнечного настроения!